Добрый день, уважаемые инвесторы IceRock Mining. Сегодня я хочу показать вам, что такое прозрачность в сети блокчейн. Вопрос по количеству собранных средств неоднократно задавался команде IceRock Mining, но ответ до сих пор не был получен. Поэтому сейчас мы с вами выгрузим данные смарт-контракта IceRock Mining за период проведения ICO. Это будут, соответственно, сами транзакции и цена эфира в день совершения сделки. Соответственно, имея количество токенов и зная цену эфира, да, мы сможем вычислить эквивалент собранных средств во время ICO IceRock Mining. Почему я сказал слово эквивалент? Да потому что оплата за токены также принималась в биткоинах. А учитывая, что эфир снизился сильнее, да, биткоина, то есть это мы видим на графике эфира по отношению к биткоину, то сумма могла быть гораздо больше. Итак, начнем. Все данные из видео будут взяты из открытых источников, и, соответственно, вы легко их сможете проверить. Открываем любой обозреватель блокчейна. В данном случае я буду использовать EtherScan. Находим наш смарт-контракт IceRock Mining. Здесь, соответственно, мы видим количество проданных токенов, да, 15 миллионов. Вот количество держателей в данный момент 6662 адреса. И, соответственно, вот транзакции 26252. Чтобы уточнить дату, да, перейдем на самую первую транзакцию. Наведя на количество дней, мы можем увидеть всплывашки 19 января 2018 года. Соответственно, это была первая транзакция, которая произошла по этому смарт-контракту. Вот, для того, чтобы нам это выгрузить, нажимаем просто вот сюда Download, CSV Export. Выбираем нашу дату, 19 января 2018 года, и нажимаем Download. Открываем скачанный файл. Данные, как мы видим, были сохранены построчно. Приведем их в более читабельный вид. Мы видим, что выгрузился хэш, да, транзакции, номер блока, время с датой, адрес наш, да, с которого отправляются токены, и, соответственно, адрес, ну и, конечно же, количество токенов. Пролистываем вниз. И видим, что выгрузилось 3000 строк. И дату, соответственно, 23 февраля 2018 года. Теперь переходим обратно на EtherScan и продолжаем выгрузку уже с этой даты. Выбираем здесь 23 февраля, нажимаем Download. Открываем скачанный файл, да, второго периода. Видим, что здесь начало от 23 февраля уже 2018 года. Соответственно, также его приводим в читаемый вид. Выделяем это все и копируем в наш первый файл. Видим, что в первом файле остановились на блоке 514.17.06. Соответственно, во втором файле удаляем все лишние строки. После удаления мы видим, что у нас уже файл состоит из 5900 строк, да, и время и дата здесь от 6 марта 2018. Заходим обратно на EtherScan и повторяем данную процедуру еще несколько раз, чтобы выгрузить оставшиеся транзакции. Сейчас я вам покажу второй способ, более быстрый, да, с использованием API. Так, прокручиваем вниз, открываем Developers API, переходим в Accounts. Здесь мы выбираем запрос, который нам нужен. Это будет get a list ERC20 token transfer events by address. Вот этот запрос, соответственно, может скопировать, выгрузить наши данные в два захода, да, то есть вот здесь 10 тысяч строк ограничения. Так, копируем его и вставляем для удобства в блокнот. Вот я скопировал блокнот. Здесь нам, соответственно, нужно будет изменить адрес, вот этот. Потом здесь номер блока, да, начало блока, конец блока и API key. Соответственно, адрес, с которого происходила рассылка токенов, это вот этот, да, заканчивается на EB. Старт блока это 493.3566. И, соответственно, API key. Ну, можете использовать мой, можете сами зарегистрироваться на EtherScan и, соответственно, получить свой API key. Это не имеет значения. Вот, вставляем, соответственно, сюда адрес, с которого мы будем выгружать, начало блока, конец блока,
и, соответственно, APK. Копируем этот запрос, вставляем в адресную строку браузера, нажали Enter, запрос отработал, вот данные выгрузились. Для выгрузки нам нужно будет сохранить в JSON сначала и потом использовать какой-то конвертер. После конвертирования мы получаем вот такой файлик. Здесь, соответственно, так же, как и при выгрузке через веб-интерфейс. Вот номер блока, время, дата, хэш, ну и так далее. Значение, токен name, токен символ. Вот. Здесь единственный момент, что так как на кошельке были еще какие-то токены, да, то есть их тут много разных, нам нужно будет снять и выбрать только наш ROC2. Соответственно, мы получим здесь все наши токены. Теперь нам нужно выгрузить цену эфира для тех транзакций, которые мы выгрузили ранее. Для этого нам нужно зайти в адрес, с которого происходила рассылка токенов. То есть вот этот адрес. Нажимаем Download CSV Export. Выбираем здесь нашу дату первую. Открываем сохранившийся файл. Приводим его также в читабельный вид. Так, теперь у нас есть таблица с ценой эфира. Да, вот она цена. Вот, и нам нужно совместить эти данные с нашей первой выгруженной табличкой. Соответственно, здесь у нас будет хэш транзакции. Вот, одинаковый. 0xA18. Смотрим в первый этот. Вот у нас 0xA18. Ну, соответственно, по этому полю мы совмещаем. И у нас получается вот такая табличка уже. Да? То есть номер блока. Ну, тут адрес с какого на какой. Да? Количество токенов и, соответственно, вот цена эфира. Следующий этап у нас это период действия бонусов. Можем зайти на сайт IceRock Mining. Здесь мы можем выписать, соответственно, даты. Да? То есть вот с 20 по 10 было 50%, с 20.02 по 28 было 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Итак, заполняем в нашу табличку размер бонуса. И у нас появляется столбец Without Bonus. Далее мы помним, что цена токена на ICO равнялась $1. Соответственно, количество токенов без бонусов у нас равно сумме, оплаченной в долларах США. И теперь для того, чтобы посчитать, сколько же это было в эфире, делим количество токенов на цену эфира и получаем сумму в эфире. Проведя нехитрые математические вычисления, мы понимаем, что за 63 токена с 50% бонусом было заплачено $42. На момент сделки цена эфира была 1037, соответственно в эфире это было 0.04. Вот такие нехитрые вычисления у нас получились. Соответственно, любой человек, да, купивший токены на ICO, может зайти сюда и увидеть здесь свою транзакцию и, соответственно, найти сумму, которая была оплачена в долларах, и количество эфира. Вот. И нам осталось только просуммировать, да, столбец, чтобы понять, сколько же было собрано эфира, эквивалента. Получается у нас вот такая сумма, 15 833 эфира. Из этой суммы нужно еще вычесть реферальный бонус, который, как мы видим, составлял 5%. Технически можно высчитать более точную сумму, но не вижу особого смысла тратить на это время. Если для кого-то это принципиально, то математически максимально возможная сумма, выплаченная рефералом, не может превышать более 5% от всего оборота токена. А просуммировав столбец с количеством токенов без учета бонуса, у нас получится сумма в долларах США, которая должна была быть собрана согласно white paper. На 21 странице вы можете найти такой абзац. Средства, полученные в криптовалюте, конвертируются в доллары США по курсу, действующему на момент, когда права собственности на ROC2 были зарезервированы. Соответственно, выводы делайте сами. Да, почему команда до сих пор не открыла информацию о собранных средствах.
Возможно, она их конвертировала, возможно, нет, возможно, все что угодно. На сегодня я хочу закончить. В следующем ролике мы проанализируем финансовый отчет, который предоставила команда. Там тоже есть очень интересный момент. Ссылки с материалами, использованными в данном видео, ищите внизу под видео. Присоединяйтесь в наши группы в телеграм-канале. Вместе мы сможем сделать наш проект прибыльным и прозрачным. Всем спасибо, до свидания.